Народ, всех приветствую. В предыдущем ролике мы с вами повспоминали, как играть за ДК. Сейчас будем набираться опыта игры за паладина. Соответственно, будут игры 1 на 1, будет одна солока. Погнали смотреть. Первый наш противник, первая дуэль против разбойника с ником Владео. На опыте, в общем, пережидаю первый его контроль, а именно подлый трюк. Просто ничего не нажимаю. И когда он уже вкидывает в нас свой кидней на 6 секунд, вот тогда можно снять с себя этот контроль. Тринкет нажимать смысла нет, используем фридом. По итогу у Роги больше нет станов против нас, а у нас сохраненный тринкет, и по сути, вот лицо мы вообще не потеряли, а противника пробили. Замедляя его, пока у него был активирован эвейжн, когда эвейжн заканчивается, просто сразу же вкидываю туда молоток, станю его, крылышки и разбиваем лицо. Владео терпит крах, но теперь у нас будет, по идее, равный соперник. Тоже паладин, Самурайджи. Начинаю бой с паралича, но заметил, что он нажал фридом не в стан. Вы видели, да? Я нажал туда паралич, а он нажал фридом, поспешил, братишка. Он не знал, видимо, что контроль, а именно паралич, не сбивается фридомом, и поэтому он его нажал. Я это заметил, вкидываю туда молоток. По итогу он был вынужден нажимать тринкет, чтобы не стоять фуловый молоток. Я бы ему все лицо пробил. Он еще и бабл нажал при этом. По сути, у него нету ни тринкета, ни бабла. На этом бой нашего самурая и его путь был закончен. Я настолько был уверен в своей победе, потому что у него просто уже ничего не осталось, что сам тринканул паралич, потому что у него стана не будет, и я уже понимаю, что сейчас бой будет закончен, типа, что тянуть. Нажимаю, соответственно, тринкет и уже устраиваю похороны нашему оппоненту. После этой котелы мне, кстати, дали седло ярости, надо будет его использовать. Но у нас теперь другой разбойник, кстати, более опытный. Будем смотреть, на каком же опыте он здесь играл. Но на самом деле утверждение спорное, скажете вы, поскольку вот он так вот никудышно потерял преимущество и потратил блайнд. Тринкет на блайнд нажимать точно нет смысла, бабл также, потому что разбойник был далеко, за колонной, за пиварчиком. И здесь все по той же схеме. Первый контроль стоим, пережидаем и оставляем фридом уже на его 6-секундный стан. Также замедляю Рогу, пока он в эвейжене, потому что я не могу его убить в это время. Так, понемножечку закидываем с пылы, но экономим. Стан не нажимаем, крылышки не прожимаем. Как только эвейжн заканчивается, начинаем бурститься. Вы видите, что происходит с разбойником, когда у нас вот это вот комбинейшн успешно происходит. Стан, крылышки, тонны дамага. Вот. Но здесь, видите, сэкономил тринкет, и поэтому сейчас 6-секундный удар по почкам мы просто пережидаем, тринкуем, и все, у нас никаких проблем нет. У него была возможность меня убить. Если бы я вот этот тринкет не сэкономил, не продержал, за эти 6 секунд он бы меня очень мог серьезно просадить, накинуть до хера ядов и убежать. Я бы это не вылечил, а если бы и вылечил, то мана у меня бы не осталось, и потом, он бы меня закайтил и уничтожил. Но вот так вот, сохраненный тринкет выигрывает игры. Важная штучка. Еще один разбийник, как же их много было сегодня. И это снова Владео. Здесь я уже трачу тринкет. Я сначала нажал фридом на его подлый трюк, потом он нажал на меня кидней. И я уже не выдержал, нажал тринкет, соответственно. Но в блайнд я нажимаю бабл. Вот такая вот у нас была задумка в этом раунде. То есть, по сути, в его контроле стоять максимально не хочется, но сейчас у него есть преимущество. Он может просто уйти в инвиз и заново через всю свою комбинацию на меня напасть, и я не смогу задоджить все его станы. То есть он также начнет с подлого трюка. Вот я нажимаю фридом, и сейчас, по идее, должен в меня залетать 6-секундный стан, но он не успевает, я сам нажимаю в него молоточек, и он уже теряется. Владео не на опыте, не успевает он за ходом этой игры, поэтому дам. Снова терпит поражение. Солока. Очень важная, интересная солока. У нас, соответственно, два кастера. Это шаман и шпшник. Шаман в элеме бегает. Замедляю вара. Закидываю какой-то контроль в паладина, чтобы не мешался. И когда вижу, что он потратил, по сути, фридом, можно закинуть кого-нибудь еще в паралич. Но я жду, выжидаю момент, смотрю, на кого бы конкретно закинуть этот паралич. Вижу, что у паладина больше нет тринкета. И, соответственно, закидываю его в паралич просто так вот грамотно, ювелирно, на самом углу колонны. Он уже хотел туда забежать, но я все-таки успел это сделать. Также дополнительно накинул боб на моего шпшника, чтобы вдруг как-нибудь там он его не убил случайно на паладине. И мы уже пытаемся тут вара добить. Он, конечно, нажал свою сейвовую обилку, но нет, без шансов. Без шансов чисто выносим, максимальный урон наносим.
И последняя битва у нас, последняя дуэль с разбойником, она будет долгой. Приготовьтесь. Она будет действительно долгой. И знаете почему? Потому что я здесь на самом старте уже, по сути, ошибся. Я вижу, что я потратил довольно много маны. Ну, такое, типа, ладно. Маны много не бывает, трачу еще. Почему вот спелл восстанавливает нам всего лишь 25% маны? Слишком маловато. Ну, слишком маловато. Я бы хотел, чтобы он восстанавливал больше. Хотя бы, мне кажется, 35-40% было бы нормально. Немного, не имба. Нормально. Вот именно что нормально. Вечно мне не хватает маны за паладина. Не научился я еще грамотно ее контролить, отслеживать. Менеджмент маны нарушен, в общем, при игре за данный класс у меня. Вот, как вы видите, маны у меня уже вообще почти нету. Всего лишь 2000. Я продолжаю ее успешно сливать в никуда, но я так подумал, нахуй мне мана, я и так справлюсь, что это такое вообще? Фу. Мана это шелуха. Шелуха, она не нужна. Не важно, что у меня каждый спелл практически требует ее для нажатия. Ну, типа, ладно. Разменялись мы станами, контролями. Но при этом разбойник потратил тринкет, а я нет. Также он нажимает ваниш. Я туда вкидываю сразу же замедление от моей расовой обилки. Озаренных дренеев. И пережидаю его эвейжн. Это довольно долго на самом-то деле, поэтому свапаю пока оружки на щит, чтобы лишний раз где-то задоджить тычку от разбойника. И когда он нажимает на меня фуловый 6-секундный стан, я уже, естественно, его тринкую. Пытаюсь скинуть с себя какие-то яды, какие-то дотки, но понимаю, что дела у меня на самом-то деле не очень хороши. С другой стороны, у разбойника мало что осталось. Тем не менее, бой продолжается, и победитель пока еще не ясен. ХПшка у меня маловато, и в целом мне нет нужды бежать прямо сейчас за ним. Он это понимает. И поэтому я успел нажать спокойненько себе отхил небольшой. Здесь я отошел от своих канонов и решил нажать фридом именно на чипшот, а не на кидней. По сути, я мог за это поплатиться, но я все еще не нажал бабл. Я понимаю, что я спокойно могу нажать в любой момент, и поэтому довольно себя спокойно и вальяжно чувствовал. Ну вот, идет бабл, как бы так сказать, на верочку, и мы дожимаем типа.